У меня под халатом почти ничего нет. Смотри, не простудись. Неужели ты не видишь, я вся горю? Да, огнетушитель справа, от входа. Ричард Гир – голливудский актер и кинопродюсер, признанный секс-символ 80-х и 90-х годов. На протяжении всей его карьеры артиста сопровождала невероятная популярность. Для поклонников он олицетворяет природную харизму, внутреннюю силу и невероятную привлекательность. Его часто называют везунчиком и баловнем судьбы. Только вот в личной жизни у него было не все так просто. Такого завидного жениха долго никто не мог довести до ЗАГСа. Мы подготовили это видео, чтобы поближе с ним познакомиться. Как живет любимец публики и какой недвижимостью он владеет. Родина Ричарда Гира – Филадельфия, где он родился 31 августа 1949 года в среднестатистической семье выходцев из Европы. Отца звали Гомер Джордж Гир. Он работал в должности страхового агента. Мама Дорис Анна Тиффани занималась домашним хозяйством и детьми, которых кроме Ричарда было еще 5. Детские годы будущего артиста прошли на ферме под Нью-Йорком. После окончания школы парень стал студентом Массачусетского университета. Своей специальностью Гир выбрал театральную режиссуру и философию. Однако после 2 курсов бросил учебу и решил серьезно заняться музыкой. Так он оказался в среде рок-музыкантов, но стать своим ему не удалось. От природы Ричард был застенчивым и немного замкнутым. Из-за этого пришлось распрощаться и с этим занятием. По мнению многих, ему мешали мрачность и невыразительность. И то, что он все же оказался на сцене, можно считать настоящим чудом. Ричарду повезло попасть на несколько кастингов в театре, где его способности разглядели и пригласили попытать счастье. В кино Ричард дебютировал в середине 70-х годов. Он появился в нескольких картинах и мгновенно обзавелся кучей поклонников, а особенно поклонниц. После роли главного героя в картине «Американский жиголо» Гира назвали секс-символом, и это звание он не утратил до сих пор. После выхода ленты «Красотка» карьера артиста достигла своего апогея. Этого могло бы и не произойти, если бы Джулия Робертс не убедила его сыграть в фильме, который впоследствии станет культовой романтической комедией. Знаете что, нам понадобятся помощники. Мы хотим потратить неприлично много денег. Зовите людей, пусть нас хорошенько облизывают, нам это нравится. Все решилось на встрече с Робертс. Актрисе очень хотелось, чтобы ее партнером по фильму был именно Ричард. Когда тот разговаривал по телефону с режиссером, она даже взяла лист бумаги и написала на нем: «Пожалуйста, скажи «да». Ну и как тут можно отказать? Кстати, режиссер тоже привел железные аргументы, которые передал Ричарду его агент. Дело в том, что на тот момент у Гира имелись многочисленные долги, которые можно было погасить после получения гонорара за эту картину. Парадокс, но самая знаменитая картина с его участием появилась исключительно из-за наличия долгов. И состояние Ричарда Гира значительно выросло после того, как он получил роль Эдварда Льюиса вместе с Джулией Робертс, сыгравшей роль Вивиан Уорд. Фильм считается самым финансово успешным фильмом в категории «романтичная комедия», поскольку кассовые сборы составили более 463 миллионов долларов. Более того, фильм был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Спустя несколько лет Джулия снова встретилась с Ричардом на съемочной площадке для создания «Сбежавшей невесты». Творческий дуэт 2 актеров настолько приглянулся публике, что картина стала еще одним кассовым успехом. И за роль журналиста Айк Грэма Гир заработал 15 миллионов долларов. Ричард по-прежнему дружит с Джулией, хотя актеры не появлялись более на экране вместе. Они поддерживают отношения и иногда дарят друг другу подарки. Робертс даже познакомилась с новой женой Гира, Алехандрой, и они поладили. В целом, за свою актерскую карьеру, насчитывающую почти 40 лет, Ричард Гир снялся более чем в 50 фильмах и был номинирован на 15 наград, 6 из которых он получил. Конечно, это признание сотворило чудеса и с его состоянием. Капитал Гира достиг примерно 120 миллионов долларов. Ричард много участвует в благотворительной деятельности. Он является одним из основателей организации под названием «Тибетский дом», который занимается сохранением тибетской культуры. Собственно, его позиция в отношении Тибета объясняется просто. Гир обратился в буддизм после посещения Непала. Встречи с монахами превратили его в твердого сторонника Далай-ламы. С тех пор одна из задач актера – сохранение тибетской культуры и учения. Еще артист поддерживает племенных людей и их право определять свое собственное будущее, и однажды пожертвовал им свой гонорар в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.
Гир является спонсором Центра по борьбе со СПИДом в Индии. Артист интересуется политикой. Он высказался в негативном ключе о вводе американских войск в Ирак. Но политические высказывания Гира привели к тому, что появился негласный запрет на приглашение его в большие фильмы. Но, по словам актера, это мало повлияло на его повседневную жизнь. Он продолжил играть тех же персонажей и рассказывать те же истории, что и раньше, но в меньшем масштабе. У артиста невероятная популярность. Его любят миллионы женщин во всех уголках планеты. А он не спешит устраивать свою личную жизнь и связывать себя узами брака. Будь она такой же красивой, она бы смогла отблагодарить. Что я сделал? Оскорбил меня? Только к 40 годам он понял, что готов к серьезным отношениям. Первый раз Ричард женился на топ-модели Синди Кроуфорд, которой на тот момент было всего 25, но ее уже знал весь мир. Они прожили 5 лет и развелись. Еще через 7 лет он снова пошел под венец. На этот раз с актрисой Кэрри Лоуэлл, исполнительницей роли девушки Бонда в ленте «Лицензия на убийство». Вы не можете войти без разрешения? У нас здесь клиент. Сеньор Монтелонго? Да. Я мисс Кеннеди. М, Помощница мистера Бонда. Пара давно мечтала о детях, поэтому затягивать с рождением ребенка супруги не стали. У них родился сын Гомер. У Кэрри еще была дочка от первого мужа. По этой причине она ушла из кино, занималась мужем и детьми. В этом браке Ричард узнал, что такое настоящее счастье. Он научился получать от жизни удовольствие и радость. Но и этот брак не выдержал испытания на прочность. Однажды Гир встретил симпатичную телеведущую из Индии и с головой окунулся в новые отношения. Роман бушевал продолжительное время. Об интрижке стало известно супруге, и она подала на развод. Суд по разделу имущества и состояния длился целых 3 года, а сам процесс был исключительно конфиденциальным. Расстались супруги не очень хорошо. На тот момент Ричарду было уже 67 лет, но надолго оставаться одиночкой он не собирался. Поэтому уже через полгода его стали замечать на публике с молоденькой спутницей. Ей оказалась бывшая модель Алехандра Сильва, дочь вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвы. Оказывается, актер много лет был другом семьи Алехандры, прежде чем в 2014 году у них завязались романтические отношения. Разница в возрасте между ними была больше 30 лет, но несмотря на все предрассудки, пара довольно быстро поженилась. Конечно, поклонники артиста были уверены в скором разрыве, но оказались совершенно неправы. Супруги поженились в 2018 году, и за это время у них родилось 2 прекрасных сыновей. Ричард Гир с семьей проживает в поместье в Северном Салеме, штат Нью-Йорк, которое купили в прошлом году почти за $10 миллионов. Это дом из красного кирпича с 7 спальнями, 9 ванными комнатами. Новая резиденция пары площадью 9000 квадратных футов жилой площади. Гир также потратил $700 тысяч и приобрел соседний свободный участок, чтобы увеличить общий размер своей новой собственности до 35 акров. Влюбленная пара также выставила на продажу участок в другом пригороде Нью-Йорка за $28 миллионов. Ричард прожил в роскошном особняке Паунд-Ридж более 2 десятилетий. Комплекс включает в себя впечатляющие 5 отдельных резиденций, расположенных по всему периметру. Его просторный 3-этажный главный дом содержит 19 комнат. В этом особняке Гир проживал со своей второй женой, актрисой Кэрри Лоуэлл, и их сыном. И, видимо, продажа резиденции связана с тем, чтобы порвать с прошлым. Ричард Гир не чувствует своего возраста. Он по-прежнему такой же мечтатель, каким был в детстве. А моя седина меня не пугает. Никогда не пытался покрасить волосы. А теперь и начинать ни к чему. Я прекрасно чувствую себя седым, и стареть мне нравится. Каждый вдох открывает новые возможности, и это прекрасно. Пусть в физическом плане я не такой гибкий, как в 20 лет. Ментально я такой же шустрый, как в подростковом возрасте.